Всем здравствуйте! Сегодня хочу вам рассказать теоретически, как я выполняю круглый вырез горловины по переду. В данном случае я вяжу вот такой вот свитер. Он из стопроцентного хлопка. Платочная вязка. Спинка у меня уже провязана. Полностью я уже выполнила. Так, здесь у меня скос плеча присутствует. И горловина тоже по спинке выполнена. Так, что касается переда, и вот я дошла сейчас до того момента, когда нужно формировать вырез горловины по переду. К слову, я хочу сказать то, что горловина по переду, вырез точнее, бывает вот такой, разный. Глубокий, плавный, то есть круглый и широкий. В данном случае я буду выполнять круглый, то есть плавный. Для того, чтобы получить определенный вырез горловины, нужно знать, какое количество петель с самого начала закрыть нужно по центру. Я имею в виду вот эти вот петельки. Как я уже сказала, у меня будет вырез горловины круглый, поэтому здесь у меня 50 петель на закрытие по центру, 50 петель. И я закрыла сейчас 14 петель. Это около 30% от этих 50. От всех петель, которые выделены для закрытия. Если бы я выполняла глубокий вырез, то я бы закрыла тогда где-то 10 петель. То есть это примерно 20 до 30% от всех петель, которые выделили для закрытия. От этих 50. Если бы был широкий вырез горловины, значит я бы закрыла уже около 25 петель сразу. Вот эти вот по центру. Так, но я закрыла, как я уже сказала, 14 петель. Теперь смотрите дальше. Убавление вот здесь вот дальше я буду выполнять следующим образом. Значит, в первую очередь я беру вот эти 50 петель, отнимаю 14 петель, которые я уже закрыла. Это получается 36 петель. Делим на две части. Значит, с одной стороны я закрою 18 петель, и с другой стороны тоже 18 петель. Еще у нас 18 петель вот эти вот, которые я буду закрывать с двух сторон. И сейчас, внимание, эти 18 петель я делю на 3 части. Каждую часть, в каждой части также делю. Смотрите, первую часть я делю на тройки, вторую часть на двойки и третью часть на единицы. То есть в первой части я буду закрывать по 3 петли, во второй части я закрываю по 2 петельки сразу, и в третьей части я уже закрываю по 1 петле. Почему именно в первые только 2 тройки? Потому что у меня 6 петель. 18 мы разделили на 3 части. Значит, в каждой части по 6 петель. Первая часть должна быть на тройке. 6 разделим на тройки. И это получается 2 раза только по 3 петли. Вторая часть уже будет 3 двойки. Почему именно 3? Потому что 6 петель. И у нас получается 3 раза по 2 петли. В последней части уже будет 6 единиц. То есть 6 раз мы закроем через ряд по 1 петле. Потому что у нас тоже здесь 6 петель. Вот таким образом получается всего 18 петель, которые мы закроем. И смотрите, дальше обязательно после того, как будут выполнены вот эти вот убавочки, на этом у нас формирование горловины не должно закончиться. То есть обязательно после того, как мы выполним вот эти вот убавки, у нас должно хотя бы провязано несколько сантиметров вот этот вот прямой участок, который соединит наш перед и спинку. То есть, когда мы будем сшивать плечики, мы должны вот здесь вот сшиваем перед и спинку, причем убавление
мы с вами выполнили, после этого должны быть еще просто прямой участок. Благодаря этому, вы знаете, я уже тоже сколько раз вязала, убедилась, если этого участка у нас не будет, или он будет там 1-2 ряда, значит горловина будет очень узкая. Голова, скажем так, может и не пролезть. Поэтому после того, как сформированы вот эти вот все убавления с двух сторон, обязательно должен быть прямой участочек. Вот смотрите, я буду выполнять в данном случае убавление. Каким образом? У меня до вот этой вот высокой точки осталось 10 сантиметров. Но я буду выполнять вот эти убавления не на протяжении 10 сантиметров, а на протяжении 6. То есть еще примерно 4 сантиметра я еще провяжу. Вот этот будет у меня прямой участок. Я думаю, вам понятно объяснила, потому что это тоже очень важно. Так, на этом у меня теоретическая, скажем, часть закончена. Дальше я буду выполнять уже практически. Поэтому, если вам эта информация была полезная, я буду очень рада. Что касается практической части, то я вот готовлю этот мастер-класс. Поэтому следите за моими новостями. И если кого-то заинтересует вырез горловины именно на практике, вы можете тогда посмотреть вот этот мастер-класс. На этом у меня все. Надеюсь, что эта информация была вам полезной. Если это так, нажимайте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Если кто-то еще не подписан, переходите по ссылочкам в описании. Там тоже есть много очень интересного и полезного по вязанию. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!